Сегодня мы хотим сделать обзор иранской прессы и посмотреть, как иранские государственные СМИ освещают происходящее в стране. Нам это с вами интересно потому, что у нас пропаганда во многом похожа. Уровень контроля государства над эфирными и печатными СМИ у нас похожий. Но Иран сейчас в намного более экстремальной ситуации. Сложно переоценить масштаб задачи, которую должна сейчас решать иранская пропаганда. Ее задача состоит в том, чтобы отрицать реальность. В принципе, это задача пропаганды всегда и везде. Но в данном случае она иного рода. Реальность уж слишком громко стучится в окно. Да, если вы контролируете публичную сферу, то отрицать можно почти что угодно. Но очень трудно не заметить, что над столицей без конца кружат самолеты того, кого вы объявили главным врагом, а за пару дней померла значительная часть политической верхушки. Когда в студию прямого эфира вашего главного телевидения прилетает бомба, когда Израиль прямым текстом говорит: «Мы с этими фанатиками ни о чем договариваться не будем, и у вас, граждане Ирана, все шансы их выкинуть в окно», тогда становится действительно непросто соорудить такой нарратив, который имеющуюся реальность опровергнет. Мы с вами вчера говорили о том, что происходящее сейчас с Ираном – это такой эксперимент в прямом эфире. Может ли политический режим существовать в таких обстоятельствах, когда назначение на любую важную силовую должность равносильно смертному приговору? Но это еще и эксперимент в области пропаганды. Мы знаем, что она в принципе на многое способна. Способна убедить людей бояться несуществующих угроз, задним числом выдумать события и изменить людям память об их собственной жизни. 3,5 года, наблюдая российско-украинскую войну, мы видели, до какой степени авторитарная пропаганда способна быть гибкой. Насколько бесшовно можно перейти от того, что захват Херсона – это главная цель войны и наша скрепа, до полного забвения этого города. Мы видели, насколько успешно можно все нормализовать. Убеждать людей, что неработающая мобильная связь, тормозящий интернет, глохнущий GPS, регулярные взрывы дронов везде и всюду – это просто такая новая нормальность, которая вообще не мешает гражданам пить апероль на забитых летних верандах. Можно сделать так, что полгода оккупации территории, регулярные обстрелы и взрывы стратегических бомбардировщиков самоуправляемыми дронами не будут проблемой. Мы знаем, пропаганда легко умеет придавать забвению что угодно, что она способна отменить почти любое событие задним числом. Танки выдали уголовникам, и те пошли на Москву? Какие уголовники? Какие танки? Какой Пригожин? Иосиф, что ли, который муж Валерии? Теперь же, на примере Ирана, посмотрим, как далеко в этом можно зайти. В попытках перекроить реальность, когда с тобой воюет страна размером с ноготок, которую ты всю дорогу обещал уничтожить, а страна эта, судя по всему, войну выигрывает. Мы выделили несколько основных нарративов иранской пропаганды. Не знаю, может быть, для некоторых зрителей стоит пояснить, почему мы так категорично называем иранские СМИ пропагандой. По индексу свободы прессы, который готовят «Репортеры без границ», Иран находится на 176-м месте из 180. Россия на 171-м. СМИ в Иране либо государственные, либо жестко контролируются органами: Министерством культуры и исламской ориентации, Корпусом стражи исламской революции и судебной властью. Частные издания формально могут существовать, но им требуется лицензия от государства. Конституция Ирана хоть и гарантирует свободу прессы, но закон соответствующий позволяет властям контролировать, чтобы журналисты не подвергали опасности Исламскую республику и не оскверняли духовенство и верховного лидера, и не распространяли ложную информацию. И без того тяжелая ситуация, когда журналистов подвергали преследованию и угрозам, арестовывали и сажали в тюрьму, значительно ухудшилась там в 2022 году. После начала протестной волны, вызванной смертью Махсы Амини в полиции, было арестовано более 70 журналистов. Если суммировать все описанное и не компостировать себе мозги, нужно сказать: в Иране политическая власть находится в руках теократической верхушки. Это авторитарная модель правления, которая всегда основывается на контроле публичного поля, на том, что любые средства массовой информации в большей или меньшей степени находятся под контролем государства. Иран – вариант крайне жесткого авторитарного режима, который расправляется со своими оппонентами путем публичных казней. Это такой вариант контроля над СМИ, при котором публичные лица пропаганды не просто оправдывают репрессии и казни, они при них присутствуют и активно способствуют публичному унижению жертв. Поэтому мы в данном случае можем называть иранские СМИ, действующие внутри страны, пропагандой.
и оценивать их именно с точки зрения успешной или неуспешной пропагандистской деятельности. Давайте посмотрим, что пишут в иранских газетах и говорят по иранскому телевидению. Один из главных нарративов – возмущение тем, что большинство развитых государств в этом конфликте занимают сторону Израиля. Иранские газеты сетуют, мол, какое безобразие, лицемерие и пренебрежение международным правом, а еще цивилизованными себя называют. Мы свидетели, что вместо того, чтобы предотвращать атаки, они оказывают безжалостную военную, разведывательную и политическую поддержку этому режиму. Упрекать Запад в том, что он не осуждает операцию Израиля, дело хорошее, но и злоупотреблять им нельзя, иначе читателям покажется, что Иран один против всего мира. Такой изгой, с которым и дружить-то никто не хочет. Так что поддержку мирового сообщества газеты тоже предъявляют. Вот, например, Пакистан прямо отдельный документ принял в парламенте о том, как несправедливо обошлись с Ираном. В пятницу, в ранние часы, Израиль, нарушив устав ООН и международное право, вновь совершил военное преступление и атаковал нашего соседа и братскую страну – Исламскую Республику Иран. Парламент Пакистана единогласно и решительно осуждает гнусное преступление Израиля против мусульманской уммы, особенно против братских стран Палестины и Ирана. Мы стоим рядом со своими иранскими братьями и сестрами и поддерживаем их законное право на самооборону от этой агрессии. И не только Пакистан поддерживает Иран. Вот ОЭС – региональная экономическая организация, в которую входят Иран с Пакистаном, Турция и еще несколько стран. И вот эта ОЭС тоже высказалась против, а также выразила глубокие соболезнования народу и правительству Исламской Республики Иран. А еще президент Турции Эрдоган в разговоре с Бин Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии, выразился вполне определенно. Назвал Израиль величайшей угрозой стабильности и безопасности в регионе и добавил, нападение случилось как раз в то время, когда предпринимались попытки нормализовать отношения между Вашингтоном и Тегераном. А теперь все мирные усилия подорваны. В итоге Эрдоган призвал решать разногласия по ядерным технологиям снова с помощью переговоров. И, конечно, Россия тоже за Иран. Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой заявил, что передал свою обеспокоенность агрессией израильским властям и добавил, эта агрессия является явным нарушением международных правил и законов. Путин сказал. Он также предложил посредничество с целью прекращения напряженности. МИД России также заявила. Мы решительно осуждаем военные действия Израиля, которые являются нарушением устава ООН и международных законов. И группа палестинского сопротивления, и Хамас также встали на сторону Ирана. Вот теперь наблюдается картина полного сплочения союзников вокруг Исламской Республики. Мы решительно осуждаем агрессию сионистского режима против Исламской Республики Иран, которая демонстрирует преступную сущность этого режима. Сокрушительный ответ Ирана доказал, что эта страна обладает силой и мощью, достаточными, чтобы заставить врага пожалеть. Словом, до читателя доносится мысль, что Иран совсем не одинок. Есть кому оказать моральную поддержку. Иран поддерживают не только государства и террористические организации, но и актеры, художники, режиссеры, музыканты, словом, талантливые люди, которых знают и любят в стране. Иногда они выражают поддержку целыми коллективами, а иногда поодиночке. Мы посмотрели материалы и увидели, что все знаменитости, чье мнение нам удалось найти в официальной иранской прессе, поддерживают не сограждан, а власть. Например, очень известный и заслуженный актер Казем Хажеразад, ему 75 лет, и его все знают в Иране, он десятки ролей сыграл, и вот что он говорит в интервью. Мы, иранцы, в сложившихся условиях должны доверять нашей армии, КСИР и вооруженным силам, поддерживать их боевой дух и, насколько это возможно, быть едиными и сплоченными, чтобы сохранить Иран. Для сионистского режима не важно, какой тип правления в Иране. Они просто не хотят, чтобы Иран был сильным. И не хотят, чтобы Иран обладал властью и независимостью, потому что в своих бредовых мечтах они хотят уничтожить Иран. Публикуется много коллективных писем, например, от Дома кино Ирана и Дома музыки. Мы, как культурное и художественное учреждение, стоим рядом с угнетенным народом Ирана и подчеркиваем необходимость сохранения спокойствия, бдительности и законной защиты. Мы также ожидаем от международных организаций ответственной и эффективной реакции на такие варварские агрессии, совершаемые против неотъемлемых прав наций.
А вот от Союза гильдии кинематографистов. Нападение на Иран неприемлемо ни для одного иранца. Мы, кинематографисты, вместе с другими любящими родину иранцами, верим, что мы с честью выйдем из этой пропасти и этого исторического момента. Вообще, эта мысль, что Иран справится, да и война-то не особо и мешает, эта мысль транслируется из самых разных источников. Вот, например, директор национального памятника культуры Таг-э-Бастан отчитывается, что уникальные высеченные в скалах древние рельефные скульптуры целы и в безопасности. Организация по атомной энергии Ирана отчитывается в Твиттере, что ядерщики сдаваться не собираются. Иран стоит твердо. Опираясь на усилия ученых-ядерщиков, мы будем решительно продолжать путь развития мирных ядерных технологий для народа Ирана. Отчаянные атаки врагов не смогут противостоять воле нашего народа. Гендиректор водоканала провинции Бушир докладывает, что и в его подчинении все нормально. Провинции, мол, приняли все необходимые меры, использовали аварийные источники воды, и теперь проблем с водоснабжением не наблюдается. Главный начальник иранских аэропортов тоже сообщает. В настоящее время все аэропорты страны работают в обычном режиме, и никаких проблем с выполнением полетов нет. А вот в Израиле, по мнению иранских газет, все очень плохо. Там, мол, паника, перебои с топливом и продуктами. Вот, например, Аль-Джазира сообщает, бывший премьер-министр, как они говорят, сионистского режима Эхуд Барак признал, что Израиль стоит перед долгим и болезненным испытанием. Отдельная история в иранских СМИ – это версия, зачем Израиль вообще затеял эту операцию. Очевидная версия, что Иран обозначает своей целью уничтожение Израиля и одновременно допиливает ядерную бомбу, почему-то кажется газетчикам и их источникам недостоверной. И вот они берут интервью у министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. И тот им рассказывает, что Израиль так вот специально напал на Иран, чтобы сорвать ядерную сделку. В последние годы неоднократно случалось, что Израиль с помощью террористических актов, диверсий или различных действий пытался сорвать переговоры. Когда мы вели переговоры в Вене о возобновлении СВПД, Израиль совершил диверсию на обогатительном объекте в Натанзе. Все их усилия были направлены на то, чтобы этим действием сорвать переговоры. Поэтому Исламская Республика начала процесс 60% обогащения урана. Все поврежденные центрифуги в Натанзе были заменены на более мощные. Совершенно ясно, Израиль не желает никакого соглашения по ядерному вопросу. Мы в принципе не хотели этой войны и занимались дипломатией в отношении нашей ядерной программы. Иран, мол, все время сидит за столом переговоров, чтобы остановить ядерную программу. Но Израиль, наоборот, хочет вынудить Иран ее продолжить. Другой спикер, Абдель Бари Атван, которого иранская пресса называет известным аналитиком арабского мира, говорит, что, мол, скрытное намерение Израиля сменить режим исламской революции в Иране. А вся эта болтовня о ядерной программе не более чем прикрытие. Не до конца понятно, что тут скрытного. Израильский премьер вообще-то так и говорит. Недавняя военная агрессия Израиля раскрыла скрытые намерения Израиля и Запада, а именно смену режима исламской революции. Но этот план столкнется с сопротивлением иранского народа, стоящего за своим лидером и режимом. Конечно, существование пятой колонны среди иранского народа абсолютно неоспоримо, но шансы на успех израильско-американского плана по уничтожению Ирана, свержению режима и его смене исчерпаны. Это вершина иранской и исламской победы и вершина поражения сионистского проекта и его сторонников в арабском мире и на Западе. Но вообще-то Израиль, по мнению иранских газет, марионетка США, так что рассуждений о Штатах там очень много. Знал ли Трамп о готовящейся операции или не знал, поддерживал или не поддерживал? Но теперь он точно в курсе всего и даже как-то немного трепещет перед военным ответом Ирана. Баллистические ракеты повлияли на риторику Трампа. Президент США Дональд Трамп попытался дистанцироваться от атак сионистского режима на Иран. В сообщении, опубликованном Трампом в сети Truth Social, говорится, Соединенные Штаты Америки не имеют никакого отношения к атакам на Иран. Если мы подвергнемся атаке со стороны Ирана в любой форме и любым способом, мы обрушим на него всю мощь вооруженных сил США, какой еще не видели.
Ключевым в этом посте Трампа для иранской прессы стала почему-то не угроза, что на Иран обрушится военная сила Америки, а вполне проходное напоминание, что США напрямую в конфликт пока не вступили. На угрозу же Штатов у прессы есть ответная угроза. Мол, не лезьте в наш конфликт, а если полезете, вашим военным базам хана. А может и всей вашей Америке. Причем угрозы транслируются от лица Ирака, хотя на самом деле их высказывает проиранская группировка Катаиб-Хизбалла. И ее воззвания звучат скорее как предложение всем разойтись и не вмешиваться, пока Израиль и Иран воюют. Иран может стереть в порошок нос Нетаньяху и обуздать высокомерие этого узурпаторского режима. Передвижение американской армии в регионе находится под пристальным наблюдением. И если Соединенные Штаты решат вмешаться в войну между Ираном и сионистским режимом, американские интересы и базы в регионе, без всякого сомнения, станут целями для атак. После такого сообщения, что Израиль обратился к Трампу с просьбой присоединиться к войне против Ирана, а то сам не справляется, звучит вообще не по-пацански. Но Вашингтон, по мнению иранских СМИ, вертит носом и присоединяться не хочет. На фоне надежд сионистов на согласие Вашингтона, высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вашингтон в настоящее время не рассматривает этот запрос. Другой высокопоставленный американский чиновник призвал Иран отказаться от своей программы вооружений. Иран неоднократно заявлял, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, и в его оборонной доктрине нет места для создания оружия. Но все-таки не Израиль и не Соединенные Штаты основная аудитория иранских газет. Политики Ирана и авторы текстов обращаются к людям внутри страны, просят держаться, сплотиться, даже больше. Говорят, что общество уже сплотилось и твердо поддерживает правительство, армию и корпус стражи исламской революции. Правительство в сотрудничестве со всеми ответственными органами будет действовать сплоченно и единодушно для эффективного служения дорогому народу страны. В нынешней чувствительной ситуации мы все должны отложить разногласия и быть вместе для сохранения сплоченности и национального единства. Но еще одна распространенная тема. Несмотря на лютое и бешеное сплочение народа, есть еще в Иране люди, которые выступают против мудрого правительства. Поэтому СМИ много пишут про пятую колонну. Обсуждают аресты тех, кого стражи революции признали диверсантами. Дают советы, как обнаружить шпиона, разоблачить и сдать полиции. В истории Ирана всегда существовала пятая колонна. Лицемеры – это те, кто распространяет ложные новости. Все люди в условиях войны должны обратить на это внимание и получать новости из надежных источников, таких как это же телевидение и радио. Дорогому народу, опираясь на Коран, я говорю: вы победители. Мы будем преследовать врага до последнего человека. Казем Хажаразад, тот самый известный всем актер, тоже высказался о немногих людях, которые в социальных сетях поддерживают сионистский режим. Эти люди не являются патриотами и не любят родину. Они заблуждаются. Они думают, что Америка принесет им счастье, благополучие и свободу. Мы в сложившихся условиях должны доверять нашей армии, КСИР и вооруженным силам, поддерживать их боевой дух и, насколько это возможно, быть едиными и сплоченными, чтобы сохранить Иран. Более жестко высказывается чудом выживший шеф полиции Ирана. Он требует бдительности и срыва планов врагов. Естественно, некоторые предатели Родины и изменники выступают в роли наемников врага, будь то в форме диверсий, террора или других угрожающих действий. Я прошу наших дорогих сограждан немедленно сообщать в полицию о любых подозрительных передвижениях или поведении, таких как необычные визиты, краткосрочная аренда жилых помещений или необычная активность в зданиях. По нашему обзору видно, пропаганда, в общем-то, не бывает слишком оригинальной. Нарративы узнаваемы для каждого, кто наблюдал за пропагандой российской последние лет 10, а особенно последние 3 года. С одной стороны, нужно констатировать полное и всеобъемлющее сплочение граждан. Весь народ, мол, в едином порыве готов насмерть стоять за свой режим, подвергшийся внешней угрозе. С другой стороны, нужно подметить, что в любом сплоченном народе всегда есть предатели и отщепенцы, пятая колонна, которая мечтает разрушить страну, встав на сторону врага. Этот концепт, при котором понятие «власть» подменяется понятием «страна», мы встречали неоднократно.
Дескать, те, кто против власти, они одновременно и против своей страны, а значит, против народа. С одной стороны, Америка, которая, разумеется, дирижирует всем процессом, не будет воевать за Израиль. То есть предполагается, что США — это такая сила, с которой фиг что сделаешь, но она участвовать не будет. С другой стороны, если все-таки будет, то мы ее легко разобьем. Объяснять, как вы будете воевать с гигантской Америкой, если пока не можете справиться с крохотным Израилем, не нужно. Но уже заявляется, мы будем побеждать в гипотетической войне с США. Эта линия есть и у нас. На десятки тысяч трупов, положенных за руины хутора, смотреть вообще не пристало. Зато в гипотетической войне с НАТО мы обязательно выиграем. Вообще, как и у нас, в иранской пропаганде видно максимальное сдвижение нарратива в будущее. Нынешние бомбежки – какой-то не очень важный эпизод. Главное, что не случится чего-то существенно более страшного – нападение США. А если и случится, то вот тогда-то мы и будем во всеоружии. Происходящее сейчас нужно пережить и переждать. Власть, мол, по-прежнему сильна. Каждый, кто попытается выступить против, воспользовавшись ситуацией, будет тут же объявлен пятой колонной со всеми положенными последствиями. А они в Иране не такие, как у нас, не административный штраф и даже не годы в тюрьме. Главная задача пропаганды – убедить граждан, что никакого развала не случилось, что самолеты в небе – это стихийное бедствие по типу урагана, а государство все так же сильно, и любые действия против него все так же опасны. Задача пропаганды – предотвратить цепную реакцию, чтобы граждане не увидели всю слабость своего режима, чтобы вдобавок к самолетам в небе не начались протесты на земле, с которыми в этой ситуации не справиться. Удается ли это пропаганде? Не находясь внутри Ирана, не будучи с ним связанными, нам оценить это очень сложно. Но есть факт. Мы не видим массовых протестов, забастовок, какой-то гражданской активности, которая для режима в эту минуту была бы губительна. А значит, пока пропаганде, видимо, удается транслировать идею, что ничего особо страшного не случилось, что протесты будут губительны не для режима, а для их участников. Пока режиму аятолл, который еще существует, отрицать реальность получается. И интересно, насколько далеко получится у них в этом зайти. До завтра.